Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас тайно любит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Смотрите, ребят, у некоторых может проигрываться, что у вас сейчас реально финансовые проблемы начались. При том, при всем, что в деньгах, в принципе, вы никогда раньше, горя не знали, так сказать, да, проблем не было у вас с деньгами. Может, у некоторых, опять же говорю, у некоторых проигрываться, что либо же это увольнение с работы, либо урезание зарплаты, это какое-то уменьшение дохода, может быть, да, но сюда можно отнести очень большие какие-то финансовые траты. Может быть, у вас была, либо же, не дай бог, конечно, болезнь какая-то, много потратились, да, на лечение. Кто-то, может быть, купил что-то дорогостоящее, и сейчас у вас вот может быть с деньгами так туговато. Опять же, помним, что это общий расклад, еще раз говорю, у некоторых. Далее, смотрите, конфликтная ситуация в вашей жизни, она до сих пор оставила след. Это могут быть ситуации, начиная от развода, да, заканчивая конфликтами вообще. Конфликты в семье с родителями, с детьми могут быть, конфликты на работе. То есть у вас особенно, как-то вот то ли это последнее время, довольно много вот именно морального такого напряга. Это могут быть претензии со стороны начальства, это могут быть какие-то вот дележки, да, вот если кто разошелся, через суд дележка, тоже малоприятно, когда люди ссорятся, когда решают, там, тебе это останется, мне это останется. То есть, знаете, у меня такое ощущение, что либо сейчас, либо у вас был период раньше, когда вы, погрязли вот этой вот негативной рутине, в этих конфликтах, в этой нервотрепке. Однозначно у вас это было, что вы что-то, выгрызали, выбивали в своей жизни, вот за что-то вы боролись. А вы такой человек, что вы будете за свое реально бороться. Вы никогда не оставите ни друга в беде, ни тем более близких в беде. Вот за свое вы всегда будете бороться. Поэтому вот здесь какая-то у вас такая... Это еще внутренняя борьба. Это может еще касаться, знаете, того, что вы, возможно, вот копаетесь в себе. Это может быть самокопание. Даже после того же развода, да, потому что вот вы живете как-то вот все равно, вы в прошлом живете очень сильно. Вы мысленно можете возвращаться в прошлое, вы можете анализировать, а может я не так сделал, а может быть надо было по-другому. То есть вы таким вот самокопательством занимаетесь периодически, вы любитель себя накручивать. Вот накручивать, из мухи слона делать, потому что вы человек, вот да, по тузу мечей. Вы более такой продуманный, логичный, вы все анализируете, вы все взвешиваете. Вы не будете совершать никаких импульсивных поступков. Вот знаете, обычно, это больше, конечно, по молодости свойственно такое поведение. В омут с головой, там что-то учудили, совершили, да? Вы не будете этого чудить, вы все будете обдумывать. Далее, есть такая еще черта у вас, как отзывчивость, да, какая-то вот сердобольство, что ли, да, когда вы помогаете тем, кому хуже, чем вам. Вы вообще по жизни стараетесь помогать людям, и независимо, знакомые это люди, незнакомые, для вас не составит труда даже кому-то на улице помочь, да, там копеечку какую-то, денежку дать, там нищим, может быть, бабушки какие-то сидят, да, подаяние просят, те же животные, да, то есть вы всегда такой вот, как мать Тереза, да, вот раньше была мать Тереза, кто знает, которая всем старается помочь, кому-то словом, кому-то делом, да, вот обогреть, согреть, то есть чем смогу, помогу. Но вот то, что мне не очень нравится, это то, что я сказала, что вы живете прошлым. Вот живете прошлым и не можете его отпустить.
Почему не можете отпустить? Давайте-ка будем разбираться, да? Да что ж такое? Конечно, потому что позади осталась императрица. Вот императрица, которая вами манипулировала. Вы не можете отпустить. Я не говорю, что все, да, помним про общий расклад. Но вы до сих пор о ней мечтаете. Несмотря на то, что она вам много боли принесла, вы мечтаете. Кто-то надеется вернуться в прошлое, кто-то надеется, может быть, помириться, да. Кто-то из вас может просто вспоминать ее как, может быть, лучшую женщину, самую значимую женщину в вашей жизни. Она могла быть самая красивая из всех, кто у вас был. Она могла быть ну, самая фигуристая. У кого-то могла быть самая, я не знаю, хорошая хозяйка, самая лучшая любовница. Там, ну, в таком плане, да, у всех по-разному. Поэтому вот как-то еще вот ностальгия есть, вот тянет. Несмотря на то, что, да, с одной стороны точка поставлена, но тянет еще прошлое, тянет. Это может быть еще потому, что личная жизнь у вас не налажена. Новые отношения серьезные не налажены. Еще из-за этого, Вот обычно, знаете, ребят, очень часто, я вам скажу, особенно это к теме обращаюсь, кто ностальгирует, страдает по бывшей. Очень часто люди ностальгируют еще, потому что вот реально нет новой женщины. Я не призываю в омут с головой. Кто смотрит мой канал, я уже неоднократно говорила, что сразу после разрыва ни в коем случае нельзя вступать в новые отношения. Нужен период отболеть, отгоревать, чтобы немножко страсти поулеглись, потом в новые отношения. Ни в коем случае не нужно выбивать клин клином. Потому что с этой женщиной, которая будет в роли клина, как правило, ничего хорошего не получается. Это так, просто чисто, знаете, как ну, отработанный материал, грубо говоря. Поэтому не нужно эту женщину новую травмировать, да, просто для того, чтобы забыться, поразвлечься. Нет. Поэтому, смотрите, здесь такая ситуация, что вот в новые отношения вы пока еще не идете, вы не пускаете, и, возможно, по этой причине, что вам одиноко, вам периодами грустно бывает, да, вы вспоминаете о прошлом. Еще этот момент может быть. Не потому, что там вас безумно тянет, а именно вот от такого одиночества, которое, ну, порой бывает для вас невыносимо. Вы человек еще, знаете, вот который очень сильно любит своих детей. Вот вы не из тех родителей, которые могли бы бросать своих детей. Ни в коем случае. Вот даже если вы разошлись, вы стараетесь поддерживать всяческие отношения с детьми вашими, да, с ребенком. Причем, вот может даже быть, что ребенок больше то ли тянется к вам, да, он может больше вас любить. Ребенок может хотеть с вами жить. У некоторых даже может проигрываться, что ребенок живет с вами, потому что ну, сам ребенок так захотел, потому что папа посвящает больше внимания, чем мама. Это, конечно, страшные вещи, да, когда мать так относится к своим детям, но такая ситуация у некоторых тоже может проигрываться. Причем вы такой отец, что, знаете, многие женщины могли бы у вас поучиться. Вы и накормите, вы и обстираете, и, ну, то есть всю заботу, которую только можно, да, вот которую обычно мать исполняет о своих детях, вы сполна можете дать своему ребенку. Да, у вас однозначно, да, вот проигрывается, скорее всего, это измена была, ребятушки, это была измена, это такая самая больная тема, не хочу углубляться сильно. Но знаете, вот вы, в принципе, хоть сейчас и живете прошлым, еще немножко пройдет времени, и вы окончательно решите для себя, что все, назад дороги нет. И вы откроетесь полностью, как это только возможно, к новым отношениям. В вашу жизнь войдет новая женщина. Мы сейчас не будем об этом. У нас сейчас другой немножко расклад. Но будет новая женщина. Это однозначно. Это станет ваша новая такая королева, да, поэтому не переживаем. Но сегодня
мы смотрим, а другой, да, кто же в вас тайно влюблен? Давайте-ка разбираться, давайте посмотрим, сначала опишем ее, может быть, вы узнаете в своем окружении таких женщин. Ну, женщину, либо же женщин, да. Кто же вас тайно любит? Это женщина, которая без пары, она не имеет ни мужа, она не имеет отношений, то есть она абсолютно свободная. Она очень подвижная, она очень активная. Возможно, она даже по работе много ездит. Это женщина, которая, она в своей жизни пережила точно так же. Она пережила разрыв, вот по дьяволу, у нее мужчина, ну, то ли чем-то злоупотреблял, да, либо же это измены могут быть. Ну, обычно это либо в рюмку чая слишком заглядывал, что уже перешло в болезнь, сами знаете какую. Либо же здесь была измена. Два в одном тоже может такое быть. Это женщина, которая моложе вас. Она, скорее всего, будет такая светловолосая, блондинка, может быть. Она стройная, она, ну, она реально моложавая, очень ухоженная. Женщина, которая очень хорошо умеет за собой ухаживать. К сожалению, у нас далеко не каждые женщины умеют это делать. И их не смущает, да, почему мужчины на них не клюют. Так и хочется сказать, да елки-палки, да пойди же там, наведи марафет, да, подкрась волосы, там, сделай маникюр, педикюр, подкрасься, да. Ну, то есть, это трэш. Иногда я смотрю, а еще лучше, когда за версту потом несет от женщины, это, конечно, жесть. Я вообще, я не знаю, без противогаза, ну, нельзя жить с такой женщиной. Далее, ну я без юмора не могу уж так, простите, ребятушки, но не могу я по-другому, люблю я пошалить, я еще та шалунья. Так, далее, смотрите, она ухоженная, она со вкусом одета, она вот женщина, она вся из себя, вот внешне. При ней и фигура, и внешность, и манера, и умение себя подать, общаться. Вот единственное, у нее нет счастья в личной жизни. Она, кстати, очень страстная. Она может даже быть огненного знака зодиака. Она, знаете, вот такие женщины, они источают какую-то, ну реально вот сексуальность. Таким женщинам хочется оборачиваться вслед. Такие женщины... Но они, знаете, я не могу сказать, что она охотница за кошельком. Нет, ни в коем случае. Но, тем не менее, характер у нее присутствует. У нее характер, ну, такой, довольно непростой. Не нужно пугаться, ребята. Не нужно пугаться, потому что на самом деле это очень даже здорово, когда у женщины присутствует характер. Я не говорю, что она должна быть склочница, там, скандалистка какая-то, жесткая, грубиянка. Нет. По крайней мере, это женщины, которые всегда знают, чего они хотят от этой жизни. Она не будет сегодня одно хочу, завтра другое хочу. В общем, такое, сею-вею. Это даже не женщина, а такая девочка, еще не оперившаяся. Это женщина, которая всегда имеет свою точку зрения. С ней точно не соскучишься. Вот, может быть, вы знаете, что с такими женщинами иногда даже реально полезно поспорить. Я не говорю поссориться, поскандалить. Это разные вещи. С такой женщиной можно... Ну, даже, ну, я не знаю, ну, к примеру, вот, да, какую-то, ну, не хочу я политику брать, да, ну, любой вопрос житейский, вот, вы свою точку зрения высказываете, она свою, да, вот по этому поводу, по какому-то вопросу, и вы можете спорить, она может свое доказывать, то есть это такой драйв, это какой-то адреналин, вы можете вот именно свое мнение высказывать друг другу, да, какие-то точки соприкосновения искать, это даже интересно в конце концов, это не скучно. А представьте, если бы была серая мышка, которая, да, дорогой, как скажешь, дорогой, тапочки в зубах, да, вся такая, боже, да я вас умоляю, с такой женщиной, ну, я не знаю, через месяц вы точно сбежите от нее. Ну, такое безвольное создание с тапочками в зубах. Которая, она всегда на все согласна, она ничему не перечит, она такая вся вот, знаете, смотрит вам в рот и боится моргнуть. Ну, это даже не женщина, ну, я даже не знаю, как это назвать. А когда вот есть характер, это да.
это интересно, это, знаете, вот в какие-то моменты вы чувствуете себя на равных, вы можете поговорить о чем угодно, вы можете с ней и поспорить. Кстати, хочу еще в этом контексте, да, добавить, что в принципе не нужно бояться даже каких-то маленьких конфликтов в отношениях. Как вы знаете прекрасно, что в отношениях в любых рано или поздно возникают конфликты. Я не говорю, что это глобальные какие-то, ну даже бытовые, вот что-то такое, да, из-за чепухи бывает. Они иногда очень важны для встряски. Вот именно для встряски, чтобы не было такого штиля. Я как-то рассказывала уже в своих видео, для чего они нужны. Далее, давайте будем разбираться, что это за женщина еще. Вот знаете, она бы не против даже ребенка иметь. Вот она не против. Несмотря, смотрите, несмотря на свою силу воли, да, несмотря на свой такой вот стержень, женский, пусть это будет стержень, да, такой вот волевой. Тем не менее, вот она в душе как, ну, как девочка, да, вот есть такие моменты, когда она вам будет казаться, что вот она реально еще как ребенок ведет себя, но это периодами, да, вот какие-то такие моменты. Эта женщина, я вам скажу, она, в принципе, давно положила глаз на вас. Это такая вот влюбленность, влюбленность с мечтаниями, да, вот она очень хочет с вами сблизиться, но она не знает, как это сделать. Причем я вам скажу, что вы с ней, в принципе, близко, тесно, вы с ней не знакомы. Я люблю довольно часто интриговать вас. Я не буду называть, где вы пересекались, потому что помимо того, что это общий расклад, у каждого абсолютно это может проигрываться разная ситуация. У кого-то она на работе, может быть, там где-то вы пересекаетесь, да, ну так, на уровне «привет, пока, здравствуйте, до свидания». У кого-то это может быть соседка, у кого-то еще кто-то где-то, да. То есть я вам описываю, а вы вот как-то анализируете. Вот женщина давно влюблена в вас, но она не будет бегать за вами. Во-первых, это ее воспитание. У нее, ну, у нее мать была тоже такая, ну, мать была похлеще, такая дама с характером, реально. Я думаю, там она отца держала в ежовых рукавицах, и не только отца. Это воспитание плюс, ну, как-то вот она не решается к вам подойти. И еще такой момент, она не очень знает вашу жизнь. Тоже еще немаловажный момент. Она не настолько, ну, то есть она могла где-то вас видеть, да, вот чисто внешне. Может быть, вы там как-то соприкасаетесь, где-то пересекаетесь. Но вот она полностью вашей истории жизненной, она не знает. Это тоже еще очень сильно останавливает, потому что она не знает, есть ли у вас женщина, да, вообще, что с вами творится, что у вас в душе, хотите вы этого, не хотите. Ну, то есть такие моменты, которые ее останавливают. Да, вот она не решается, причем очень сильно вы ей понравились. Это идет даже не сколько от внешности, сколько, знаете, у меня такое ощущение, что вы все-таки где-то вот пересекались, общались, но она, знаете, как будто со стороны видела, как вы с другими общаетесь. То есть это было не с ней такое общение, а с другими. Это ваша такая новая тайная поклонница, ну, новая или старая, у кого как. Женщина, которая очень хотела бы с вами отношений, но опять же, начиная от ее воспитания, от каких-то предрассудков, от ее неуверенности, да, потому что она не очень много информации о вас имеет, но она в чем-то даже теряется, она не знает, как быть дальше, как себя вести. Потому что она не из тех женщин, которые будут навязываться, которые будут в наглую бегать. Там, знаете, как сейчас бывает, то домой она приглашает, то в постель она приглашает. Да? Вот сейчас 11-летние девочки сами приглашают мужчин в постель. Конечно, мой шок в шоке, но такое есть, тем не менее, к сожалению. Женщина, которая вот она молча за вами наблюдает. Вот наблюдает, знаете, вот как будто в окошко наблюдает и просто вот любуется. Вот любуется.
но подходить, вот она не решается. Поэтому смотрите, если в вашем окружении есть такая женщина, она довольно неплохая, она как раз, ну вот для серьезных отношений, она не для романа, нет. Эта женщина как раз вот, она привнесет в вашу жизнь, вот если вы сблизитесь с ней, она и страсти во всех отношениях принесет. И интимные страсти, и вообще как-то активнее ваша жизнь, интереснее будет. Эта женщина в то же время, знаете, она принесет помимо страсти вот какое-то такое ощущение, что, вот знаете, ощущение, о котором мечтают очень многие мужчины, что вас любят, вас ценят и что вы нужны. Это такие вот внутри кита, что ли, да, которые очень важны для мужчин. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Для мужчин очень важно, когда ценят то, что они делают, да, когда есть отдача, когда ты понимаешь, что тебя реально любят, любят по-настоящему, и ты это чувствуешь именно по поступкам, да, не просто бла-бла-бла, да, в любви мы можем всем признаваться, в любви мы всех друг друга любить можем, а вот поступки, всегда смотрите на поступки женщин. Поэтому я вам, ребятушки, всем желаю встретить женщину, которая именно даст вам это ощущение, что вас любят, что вы нужны, что у вас есть надежный тыл, да, вот эти хрупкие женские плечи, но это ваш такой очень надежный тыл. Я вам искренне всем желаю этого. Я вам желаю поскорей встретить ту единственную неповторимую, которая зажжет в ваши глаза, чтобы вы летали на крыльях любви, глаза сияли счастьем. И, наконец-то, обрели тот душевный покой, к которому так многие все стремятся. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, пишите побольше комментариев. И всем пока!